Сейчас вы видите 5 разных заштрихованных участков. Как вы думаете, какой из них был сделан самой дорогой машинкой? Смотрите это видео до конца, и вы узнаете. Всем привет, меня зовут Нина Заславская. Я собрала разные машинки. Перед вами короткоходные аппараты, среднеходные и длинноходные. Короткоходный аппарат у меня Defender Onyx. Здесь ход иглы 2,38 мм, то есть совсем маленький ход. Соответственно, при работе рабочий вылет иголочки совсем минимальный, буквально миллиметр, 1,2. Больше сделать вылет не получится, потому что иголочка не будет возвращаться в колпачок, не будет с собой выносить пигмент, и у вас получится работа в холостую. Стоимость такой машинки порядка 15-18 тысяч. Но, как мы знаем, красивую пиксельную растушевку на короткоходе сделать тяжелее, чем на длинноходном аппарате. Сегодня я покажу вам, как сделать красивую пудру именно на короткоходе. Ну, я уже подготовила иголочку. Кстати, картридж Must мне очень нравится на пудровые брови. Самое главное брать острую заточку и лучше побольше диаметр, например, 0,35 мм, потому что таким образом ваша работа пойдет быстрее, пиксели будут более выраженные на бровях. Включаем. Здесь у меня беспроводной, кстати, мастовский блок. Итак, чтобы сделать на короткоходе пудру, так как все-таки короткоходные машинки, они более такие линейные, они больше подходят для волосков, контура на губах, либо закрепления стрелочки, ну, в общем-то, для каких-то линейных работ. Вот чтобы сделать пудру, мы должны поставить вольтаж на самый минимум. Конечно, бывают такие машинки, что запускаются, ну, там, буквально только с 5 вольт. Вы можете запустить машинку с 5 вольт или там с 6 и уже во включенном режиме понизить вольтаж. Ну, вот здесь у меня самый минимальный на блоке вольтаж 4, я оставлю на четверочке, делаю вылет иглы миллиметр. Вот на короткоходных машинках лучше на пудровую растушевку делать прям маленький-маленький вылет, тогда машинка будет больше пудрить. Движения растушевки должны быть более медленные, как бы такие поглаживающие в коже. Потому что если вы будете работать быстро, вы просто будете очень сильно травмировать кожу, как бы рвать ее, при этом пигмент будет оставаться по минимуму в коже. В таком случае при заживлении у вас будет очень маленький остаток, потому что когда большая травматизация на коже, соответственно, с корочками все и выходит, весь пигмент, и прям заживление такое плохое получается. Поэтому вот такими медленными движениями, видите, какие пикселюшки красивые получаются, четкие. Если мы уже начинаем, видите, быстро штриховать, пиксели получаются смазанные, так как скорость на блоке у нас минимальная. От этого тоже должна зависеть скорость вашей руки. Чем меньше вольтаж на блоке, тем медленнее вы работаете. Я перехожу к следующему аппарату. Это Must Пузатик, очень популярная модель среди начинающих мастеров, многие на базовых курсах дают эту машинку, либо вообще даже, я знаю много мастеров, которые долго работают, занимаются перманентным макияжем и очень любят эту машинку. Машинка на самом деле хорошая, и у меня мастера тоже многие работают на ней. Сегодня, ну, видите, как она жужжит, она очень мощная, конечно, пудру на шестерке не сделаешь, мы понизим вольтаж примерно до 4. Вот на 4 можно уже и работать, и укладывать красивый пиксель. Так как это среднеходный аппарат с ходом иглы примерно 3,0, мы можем сделать рабочий вылет иглы примерно 2 мм. Можно сделать чуть поменьше вылет, как вам удобно. Самое главное, не более 2 мм, иначе вы просто будете работать в холостую и царапать кожу. Кстати, на 4 она достаточно резво работает. Сейчас посмотрим, как она будет укладывать пиксели. Да, если вы поставите вольтаж на этой машинке на 4, то достаточно быстро нужно водить рукой, потому что машинка хлесткая и резвая. Если вы будете медленно водить, у вас, видите, будет более контурная работа получаться.
Если же вы привыкли медленным штришочком, так размеренно штриховать, гладить кожу, как я вот показывала вам на Defender Onyx в первом варианте, вы можете поменьше еще сделать вольтаж. Например, какие-то яркие части на брови, апекс, да, вот этот акцент прокрасить на вольтаже чуть побольше, например, там 3,6, 3,7, а уже пудровую вот эту головку, верхнюю часть бровки можно поставить еще чуть поменьше, даже на 3,3, 3,5. И легонечко вот так вот проштриховать. Бывает такое, что во время процедуры отключается блок, потому что вольтаж минимальный, но, к сожалению, если вы будете работать на большом вольтаже, у вас будет очень такая замыленная, замученная работа, не будет воздушности, не будет пиксельности, к которой все мастера, в общем-то, и стремятся. Перехожу на свою новинку, недавно снимала на нее обзор. Прям кайфую от этой машинки, правда, не могу даже другими словами сказать. Очень она мне нравится на все зоны. Скоро ждите на канале мастер-классы на этой машинке. Я надеюсь, вам будет интересно. Кстати, напишите в комментариях, на какой машинке работаете именно вы. Так, ну а я запускаю Belar Air. Это у нас тоже среднеходный аппарат уже дорогого сегмента. Стоимость машинки примерно 95 тысяч рублей на наши деньги. А на сайте, если вы заказываете напрямую с Америки, 1000, 1200, 1300 долларов она стоит. Вот так приятно она жужжит. Смотрите, вообще Belar Air, собственно, сама модель Belar предназначена для контуров, для волосков. Я как раз с этой целью именно покупала эту машинку, чтобы делать красивые волоски и попробовать сделать несколько процедур. Честно скажу, на волоски на данный момент самая идеальная машинка лично для меня. Но она прекрасна на все зоны, я тоже уже попробовала, успела. И, конечно, чтобы сделать пудру, я ставлю вольтаж поменьше, чем на контурные работы. Допустим, на волоски я ставлю примерно 5,8 вольтаж, то на пудру у меня 5,5-4. 5,5 я могу поставить на темные места, на акценты, где мне нужно там нижнюю границу поплотнее подтушевать, а верхнюю граничку и начало брови я ставлю вольтаж минимальный, вот примерно 4-4,5 вольт. Так, мы сейчас поставим сразу на 5,5. 5,5 это максимум на этой машинке на пудру. То есть достаточно быстрое движение руки у вас при этом вольтаже. Вот она тоже прекрасную пудру укладывает. Если мы ставим вольтаж меньше, ну вот давайте поставим, допустим, на 4, вы можете уже помедленнее штриховать поглаживающими движениями, и тоже у вас получается красивая россыпь из пикселей. Ну и переходим к заключительной машинке. Это у нас Lotus Alpha. Тоже прекрасный аппарат. И именно на пудру эта машинка мне очень хорошо зашла. На волоски, конечно, она немножечко уступает тому же Belar Air, но на растушевке она просто идеальная. Она цепкая, хлесткая и очень красивые пиксели, красивую россыпь оставляет на коже. Это у нас длинноход, длина эксцентрика 3,5, то есть рабочий вылет иглы примерно 2,5 мм. На длинноходе удобнее и легче сделать красивую россыпь, поэтому ваш вольтаж должен варьироваться от 5,5 до 4,3-4,5 вольт. Но на более плотные моменты, опять же на апексы, на акценты мы можем поставить 5,5 вольтаж, а на легкую пудру, более светлые места поставить прям минимальный вольтаж и сделать легкую россыпь. Вот так вот она запускается, жужжит чуть поагрессивнее, чем Belar, но все же это не мешает делать красивые работы на этой машинке. Вот сейчас на 5,5 я буду штриховать, сразу вылет иголочки на 2,5 поставим. Посмотрите, какие классные пиксели она оставляет. На растушевку мне очень нравится эта машинка, и чаще всего пудровые брови я делаю именно на ней. Вот, ну и соответственно, если мы поставим на 4,5, уже можно работать чуть помедленнее, и такие же пиксели красивые, четкие она оставляет.
Кстати, цена машинки средняя, примерно стоимость машинки 50 тысяч рублей, поэтому я думаю, она тоже достаточно доступная модель и очень достойная, это самое главное. Но, как вы заметили, пудра практически везде одинаковая, несмотря на то, что я ее делала разными аппаратами. Просто нужно знать определенный подход к каждой машинке. Ну и сейчас самое интересное, я покажу технически, как правильно выполнять штрих, потому что это основа основ. Если вы будете неправильные штрихи делать, вы не сможете на самой даже дорогой машинке сделать красивую работу. Так, ну раз у меня лотос включен, давайте я покажу как раз на лотосе, как мы вводим машинку. Во-первых, нам нужна опора. Я выставляю себе мизинчик за опору, немножко его подгибаю, и при этом у меня рука ходуном не ходит в процессе нанесения. Я работаю только 2-3 пальчиками. То есть вот у меня указательный и средний пальчик вводят машинку, как бы направляют ее, да, а большой пальчик придерживает. Мизинчик у меня при этом стоит на месте. Вот таких движений вместе с вашей машинкой не должно быть. Сначала вы должны потренироваться в воздухе, вот таким образом, похожим на маятник, как бы в воздухе ее вот так покрутить. И потом легко-легко мы опускаем в кожу. Чтобы у вас была работа не замусоленная, легкая, воздушная, входы в кожу и выходы должны быть очень легкие. То есть точечки, когда вы входите в кожу, полупрозрачные, да, а серединка более яркая, отчетливая, прям точки жирно отпечатываются. Чтобы так сделать, вы относительно кожи как будто бы рисуете вот такой полукруг. То есть не жестко входите и линейно вот там штрихуете, а полукругом вошли в кожу и подняли машинку, вошли и подняли, как будто бы копаете, да, вот так вот. Вот таким образом, еще раз покажу, полукругом мы наносим пиксели. Ну что ж, вы досмотрели этот ролик до конца, а значит, вы зарядились аурой пикселизации. Пока!